Мне 39. Так получилось, что я работаю в команде, где большинство коллег младше меня на 10-15 лет. И довольно часто они приходят ко мне с вопросами. Иногда про работу, иногда про решения, иногда вообще не про работу, а про жизнь. Не потому, что я самый умный, и не потому, что я все знаю, а потому, что я уже через многое прошел, как они говорят. И, видимо, это чувствуется. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что если разговоры оказываются полезны им, возможно, они будут полезны еще кому-то. Поэтому это видео не наставление, не как надо жить, и точно не инструкция, это просто мысли человека, которому сейчас 39. Пробег и скорость. Долгое время мне казалось, что главное бежать быстрее, расти, достигать, закрывать цели и не останавливаться. И я правда так жил, с ощущением, что если чуть замедлишься, что-то упустишь. Проиграешь, останешься позади. Но со временем приходит другое ощущение. Ты вдруг начинаешь понимать, что скорость не главное. Главное – устойчивость и способность не выгореть по дороге. Потому что бежать можно долго, а вот восстанавливаться нет. Иллюзия «я еще успею». До 30 кажется, что времени бесконечно, что все можно отложить, что жизнь обязательно даст еще один шанс, а потом ты вдруг начинаешь чувствовать, что время иначе. Ты не в панике, не в истерике, просто трезво ты начинаешь считать не годы, а попытки. И понимаешь, что не все в жизни повторяется, и не все шансы приходят дважды. Про здоровье. Есть еще одна вещь, которую по-настоящему начинаешь понимать ближе к 40. Это здоровье. Пока ты молодой, кажется, что оно по умолчанию. Что можно не спать, нервничать, есть на ходу, жить в постоянном стрессе. И организм как-то все это вывозит. А потом приходит очень простое осознание. Дальше будет не легче. Если сейчас не начать беречь себя, потом ты просто платишь больше. Деньгами, энергией, временем. И самое обидное, здоровьем нельзя заняться потом. Это не угроза, не страх, просто факт. Про ценности и тех, кого не замечал. Когда ты долго бежишь к целям, есть риск не заметить тех, кто бежал рядом. Семью, друзей, родственников. Ты все время в процессе, в задачах, в целях, в будущем. И только потом вдруг понимаешь, баланс был нужен не потом, он был нужен все это время. Не для комфорта, а чтобы однажды не оказаться в точке, где есть результаты, но рядом почти никого. Это очень тихое осознание и очень неприятное. Про одиночество. Взрослое одиночество – это не когда вокруг никого нет. Это когда вокруг много людей, но поговорить по-настоящему не с кем. С возрастом друзья расходятся, у всех свои жизни, свои семьи, свои проблемы. И если отношения не поддерживать, они просто исчезают. Не потому, что кто-то плохой, а потому, что так устроено. Про страхи. В какой-то момент ты начинаешь бояться не бедности, а бесполезности. Бояться стать человеком, которого больше не зовут, не спрашивают, не нуждаются в его опыте. И это странный страх, тихий, без паники. Но он заставляет очень многое пересмотреть. Про ошибки. С возрастом исчезает стыд за ошибки. Ты понимаешь, что ошибаются все, но появляется ответственность за то, что ты с этими ошибками сделал. Проигнорировал или сделал выводы – это очень взрослое ощущение. Про сожаление и смелость. К этому возрасту становится кристально ясно, о чем ты действительно жалеешь. И это не про ошибки, не про то, что попробовал и не получилось. Настоящее сожаление – это то, от чего ты отказался, когда была возможность. И одновременно появляется другое чувство. Огромная благодарность за те вещи, на которые ты все-таки решился. Даже если было страшно, даже если не идеально, даже если не сразу получилось. Это отрезвляет сильнее любых книг. Про деньги и инвестиции. Есть и более приземленные сожаления. Например, раньше я вообще не интересовался инвестициями, что откладывал это на потом, что не пытался разобраться, пока время было на моей стороне. Это не про деньги как цель и не про жадность, а про спокойствие, про свободу выбора, про возможность не соглашаться на все подряд. Про родителей. Есть момент, который бьет особенно тихо. Ты вдруг понимаешь, что родители не вечные, и что взрослым стал не ты один. Просто роли поменялись. Ты начинаешь видеть их уязвимость и понимаешь, что времени с ними тоже меньше, чем казалось раньше. Про детей. Если у тебя есть дети, в какой-то момент приходит еще одно сознание. Ты больше не учишь словами, ты учишь тем, как живешь. Твоими решениями, твоими компромиссами, твоей честностью или ее отсутствием. И это очень дисциплинирует. Про иммиграцию. Мне 39, я в эмиграции с семьей и с ощущением, что жизнь в каком-то смысле снова началась. Это не самый простой период.
но, наверное, самый честный. Ты больше не можешь жить на автомате, не можешь врать себе, не можешь откладывать важное. Про принятие. К этому возрасту приходит еще одна простая вещь. Идеальной версии жизни не будет. Не будет момента, когда все сошлось. Но может быть жизнь, в которой тебе не нужно постоянно от себя убегать. И в этом огромное облегчение. Мне 39, и сейчас мне хочется беречь здоровье, быть рядом с близкими и не откладывать жизнь на потом. Если тебе сейчас 20, 30 или 40, напиши в комментариях, о чем ты чаще всего задумываешься в своем возрасте. Мне кажется, этот разговор намного важнее, чем кажется на первый взгляд.